Сюжет ролика написан по мотивам статьи «Я не понимаю Morrowind» на dtf.ru. Я не понимаю Morrowind. В свое время я наиграл миллионы часов в Skyrim и постоянно слышал, как люди сравнивают Skyrim с тем самым легендарным Morrowind'ом, уникальной игрой и, пожалуй, лучшей RPG за все время. Ну, если уж мне так понравился Skyrim, то Morrowind для меня должен был оказаться вообще отвал башки. Поэтому я, наконец, решил в него поиграть. И что же я увидел? Начнем с того, что игра уродливая. И тут нет оправдания в том, что игра старая. Я играл во многие игры того времени. GTA Vice City, Silent Hill 2, Mafia. И эти игры выглядят намного лучше Morrowind'а. Люди говорят, что в Morrowind'е, мол, великолепная местность, красивые пейзажи. Но как разглядеть эти красивые пейзажи, если прорисовка отстой? Серьезно, в Morrowind'е ты не видишь ничего, что расположено дальше 100 метров. И чем это обусловлено, мне лично непонятно. Ведь даже в GTA Vice City, вышедшей раньше Morrowind'а, прорисовка лучше. И пейзажи красивее. Боевая система. Я не знаю, кому в голову пришла идея буквально перенести боевку из ДНД в трехмерную игру. Когда ты бьешь противника, ты видишь, как меч проходит сквозь него и вообще не наносит ему урона. А почему? А потому что у тебя не прокачан навык дробящее оружие. Поэтому огромный стальной молот, которым ты машешь, просто проходит сквозь противника. Дневник. Я много раз слышал, что, мол, в Скайриме тебя везде водит за ручку, везде все указывает маркер, тебя сразу делают избранным, а вот в Morrowind'е надо все самому узнавать у местных, постоянно читать дневник, чтобы понять, куда тебе нужно идти, потому что все относятся к тебе не как к избранному, а как к обычному оборванцу. Ничтожество. Погодите-ка. Вообще-то все наоборот. В Скайриме ты уже в самом начале, едва живой, спасаешь себя от дракона, буквально с голой жопой избегая своей казни. А когда ты сбегаешь из пылающего Хелгина, игра отпускает тебя на все 4 стороны. Никто не говорит тебе, куда идти и что делать. А до момента, пока тебя не объявят драконорожденным, тебе придется побегать как обычному посыльному часа 3-4. А что у нас в Morrowind'е? Да, ты вроде как арестант, и тебя привезли заключенным на корабле, но тебя тут же отпускают, дают денег на проезд, указывают, куда тебе ехать, а по приезду тут же посвящают в суперсекретную организацию, представляющую интересы самого императора. А эти самые интересы, кстати, представляет дед наркоман, который даже выйти из дома не может и всю игру стоит в одних штанах. О, ну ладно, игра же раскрывается в сюжете, то есть через диалоги, но не тут-то было. Более ужасной системы диалогов нельзя было и придумать. Вместо простого и понятного выбора веток диалога, здесь тупо список из кучи рандомных тем, о смысле которых только остается догадываться. Причем эти темы никак не связаны с персонажем, с которым ты говоришь. Верховный маг или бауморский бомж одинаково могут рассказать тебе историю пропажи Двемеров или с радостью поделиться традициями дома для год. Абсолютно нормально подойти к обычному работяге и спросить, где находится таинственная пещера с легендарным артефактом. Не вопрос, он, конечно, расскажет тебе и даже даст основные ориентиры, ведь обычные работяги только и делают, что ходят по таким пещерам. Я не могу воспринимать персонажей как живых людей. Такое поведение превращает их в передвижной стенд с Википедией. Зато у нас нет маркеров. Да, конечно. А ничего, что все основные квестовые места тебе тут же отмечают на карте. А ты просто закрепляешь карту и бежишь куда тебе нужно, видя все, разумеется, без этих самых маркеров. О, сколько раз я слышал, мол, в Скайриме однообразные подземелья. А вот в Morrowind'е... А что в Morrowind'е? Каждое первое подземелье в Morrowind'е в 100 раз унылее, чем в Скайриме. Да, есть несколько уникальных и сюжетных интересных данжей, так же, как в Скайриме. А помимо сюжетных подземелий, все остальные — это просто куча копипастных кишек разной длины, в которых расположены одинаковые лесенки, лужицы и толпы бандитов. Вот с городами ситуация иная. Всякий город наполнен жизнью и своими уникальными жителями, каждый из которых торопится по своим делам и не может уделить тебе ни минутки. У меня правда нет времени на все это. Давайте быстрее! Серьезно, хуже городов, чем в Morrowind'е, я не видел, честно. Огромные и однотипные города-призраки, вся жизнедеятельность которых заключается в кучке НПС, стоящих на месте и ничего не делающих круглые сутки. Серьезно, они даже на ночь в дома не заходят. Зато каждый из них очень занят и не может выделить тебе ни минутки. Слишком много дел.
Хороший город — это выжимка всего самого интересного. Это своя уникальная атмосфера и запоминающаяся архитектура. Skyrim с этим отлично справляется. Каждый из 5 крупных городов отличается своей архитектурой, планировкой и наполнением. В каждом городе проживает множество НПС, и из-за небольшого размера локаций создается впечатление большого и оживленного города. Вы моментально отличите Рифтон от Маркарта, а Виндхельм от Солитьюда. А что в Моровинде? Балмора, Суран, Воз, Альтвилотти, Кальдера, Садрит-Мор... да это не те слайды. Поговорим о квестах. В Скайриме вступление в каждую гильдию сопровождается своим уникальным ритуалом. Чтобы вступить в гильдию воров, укради драгоценность прямо на глазах у всего рынка. Хочешь вступить в ряды соратников? Продемонстрируй свою силу в схватке. А какое же гениальное вступление в Темное Братство. Моровинд. Чтобы вступить в гильдию в Моровинде, тебе достаточно просто подойти к ее главе и сказать «Я хочу стать членом гильдии», и тебя тут же принимают. Вуаля! А сами задания просто шик. Убей, укради, принеси, подай, грибы, цветочки, крысы. Чувствуете этот дух приключений? Я чувствую только запах скатла. Помните, я говорил, что в Моровинде тебя с первых минут считают избранным? Так а тогда какого фига возрожденный Неривар должен разносить лекарства больным и выбивать долги в 200 септимов? Я наиграл порядка 100 часов в Моровинд и выполнил сюжетный квест примерно наполовину. Открыл почти все локации и прокачал своего персонажа до 50 уровня. Поэтому вполне ответственно могу заявить, что игру я изучил. И теперь я хочу получить аргументированные ответы фанатов на те факты, что я привел. Потому что чаще всего я слышу лишь эфемерные рассуждения о невероятной атмосфере, гениальном сюжете и ностальгии по тому самому Моровинду. А пока могу лишь сказать, что причина, которая чуть не заставила меня в самом начале вырубить игру и забыть как страшный сон, это кальные наездники. А еще рыба в воде. Боже, там же нет быстрого передвижения. Я не понимаю этот ваш Моровинд.